Всем привет! Говоря о красивых местах Петербурга, не стоит забывать, что и в Ленинградской области есть много интересных и удивительных мест. Сегодня мы приехали в мой любимый город Выборг. Именно здесь в полной мере ощущается дух средневековой Европы. А вместо отеля мы решили остановиться на турбазе, которая в 30 километрах от Выборга. Ну а мы отправляемся гулять по городу. Перед вами одно из самых заметных зданий на проспекте Ленина. Этот дом был построен для богатого и влиятельного купца Демьяна Маркелова. Он торговал маслом, молоком и хлебобулочными изделиями. По проспекту Ленина мы дошли до Рыночной площади. Здесь, начиная еще с XIX века, постоянно велась торговля одеждой, обувью, продуктами питания. И сегодня здесь также можно купить украшения, сувениры и сладости. А вот и круглая башня. Одна из визитных карточек Выборга. Изначально она была частью боевой крепости и служила для защиты города. Толщина ее стен около 3 метров, представляете? Сегодня здесь открылся ресторан с одноименным названием. На Рыночной площади привлекает внимание вот это красное кирпичное здание, построенное в 1910 году. Раньше здесь был Банк Финляндии, а сейчас находится Комитет по образованию. За все время этот небольшой и уютный город успел побывать и шведской столицей, и финским городом, и это очень чувствуется в его архитектуре. А вот и еще одна достопримечательность Выборга. Это самый старый жилой дом в России. Он был построен аж в 1583 году. Здесь всего одна квартира двухэтажная. И, кстати, в 2019 году она была выставлена на продажу за 11 миллионов рублей. 50 метров квадратных и плюс участок земли в 2 сотки. А здесь спряталась часовая башня. Свое название она получила из-за больших часов, которые впервые установили в 17 веке. Сегодня механизм до сих пор функционирует без поломок. Как же приятно гулять по этим старым улочкам, которые то поднимаются вверх, то стремительно уходят вниз, и почти все выложены старинной брусчаткой. Высокое красное здание – это старая ратуша, где заседал городской совет. Сегодня это обычный жилой дом. А вот и Выборгский замок. Это единственная в России не пострадавшая в годы войны средневековая крепость, сохранившаяся до нашего времени. Сейчас это музей-заповедник, и на него можно подняться.
А вот это башня Святого Олафа. Перейдя крепостной мост, мы оказываемся на набережной адмирала Апраксина, где есть смотровая площадка. Чтобы попасть на нее, надо зайти на территорию музея шоколада. Вход на территорию бесплатный. В Выборге еще очень много интересных мест, в том числе и великолепный парк Монрепо. Поэтому мы обязательно еще сюда вернемся. Ну а пока нам пора ехать дальше в наш домик на озере. Илоранта находится в 30 километрах от Выборга. Мы доехали достаточно быстро. Остановиться мы решили вот в таких двухэтажных апартаментах. У них очень необычная планировка на склоне холма, поэтому на втором этаже располагается кухня и прихожая, а на первом – спальня. И на каждом этаже есть балкон. База оказалась очень большой и довольно интересной. Есть где погулять. Огромный лес и везде тропинки. Есть свой дом культуры, есть небольшой музей, есть свое кафе, где подают завтраки, обеды и ужины. Цены там невысокие, в пределах 200-300 рублей за порцию. Так что можно с собой еду не брать. Помимо большой детской площадки на улице, есть также игровая комната с няней. Территория, конечно, очень большая. Есть и семейные коттеджи, и виллы для больших компаний, и апартаменты. Ну и, конечно, комары.